Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, как нарисовать любой изгиб для эскиза Барджелла, а затем, чтобы закрепить материал, мы с вами сошьем вот такую симпатичную дорожку. Те, кто следят за мной в соцсетях, уже давно видели, что я шила вот такое красивое детское одеялко 100 на 140 сантиметров. Но я решила, что для первого раза оно сложновато. Если вам оно нравится, то пишите, пожалуйста, свои отзывы в комментариях. Если будет много желающих, то мы его с вами вместе сошьем. Итак, берете лист, расчерчиваете его горизонтальными линиями. Расстояние между линиями где-то 4-5 сантиметров. Но если у вас большое изделие, например, одеяло, то можно взять даже 7 или 8 сантиметров. Если изделие маленькое, то лучше больше 5 не делать. Итак, рисуете линию, изгиб, который вы бы хотели изобразить на своем изделии. А затем на каждом стыке, на каждом перекресточке рисуете вертикальную линию. Если вы шьете в сантиметрах, то вертикальные линии друг от друга чертите на расстоянии кратном полусантиметра, чтобы потом не мучиться с миллиметрами, когда вам нужно будет нарезать. Итак, сейчас я закрашу наши получившиеся прямоугольники. И вот получается наша линия, которую мы хотели изобразить. На таком маленьком листе трудно показать орнамент, поэтому сейчас я начерчу эскиз в масштабе. Например, для одеяла 150 на 200 сантиметров я начерчу прямоугольник 15 на 20 сантиметров. Итак, нам не обязательно рисовать волну на все одеяло. Мы можем расчертить наш прямоугольник на квадраты или прямоугольники. Сейчас я разделю наше одеяло на квадраты 50 на 50 сантиметров. Теперь в одном квадрате я рисую волну, которая мне нравится. И во всех остальных квадратах будут точно такие же волны. Теперь я провожу вертикальные линии, точно так же, как я вам только что показывала, на каждом перекрестке. Здесь у меня каждая клеточка будет равна 5 сантиметрам. Теперь сейчас я раскрашу получившиеся у нас прямоугольнички. И вот видите, получилась такая волна, которую я нарисовала. Теперь раскрашу прямоугольники ниже. Они будут точно так же повторять верхнюю волну, потому что у нас ширина вертикальных линий одинаковая по всей длине. И вот так полностью у нас одеяло заполнится волнами. Вот посмотрите, какой вариант. Поэтому не обязательно вам длинную делать заготовку. Можно сделать 12 вот таких квадратных заготовок с одинаковой волной. Или, например, отзеркалить эту волну. И тогда получится орнамент наподобие вот такого. В общем, тут все зависит от вашей фантазии. В зависимости от того, как вы будете поворачивать ваши заготовки, у вас будут получаться разнообразные орнаменты. Можно также использовать вот такие эскизы для вышивки. Каждый квадратик будет, например, сантиметр. И перерисовываете. К тому же можно делать так, как я делала в предыдущем мастер-классе с блоком сердца. Ведь не обязательно наши заготовки должны углами соприкасаться. Они могут и находить друг на друга. Ведь у нас угол визуально идет от угла одной детали, вот, к примеру, от левого нижнего, до левого нижнего угла следующей детали. Если мы располагаем детали вот так, то у нас вот такой угол. Если мы сдвигаем следующую деталь ниже, то и угол у нас становится меньше.
Также со следующей. Если деталь расположена вот так, то у нас угол больше. Если мы ее сдвигаем вот так, то угол становится меньше. Поэтому вот смотрите, если я располагаю детали вот так, то у нас получается изогнутая, поднятая кверху линия. А если я выложу эти детали, где угол каждый будет на линии 45 градусов находиться, то у нас линия уже получится не изогнутая, а прямая, под тем углом, на который мы ее выложили. Вот смотрите, я сделала коллаж, и тут заметно, как меняется форма линии в зависимости от того, как расположены заготовки. Также я рисовала дорожку. Я нарисовала линию, изгиб которой мне нравится. Затем я нарисовала вертикальные линии. Вот такой орнамент у меня получился. Я раскрасила примерно. Теперь я сделаю заготовку из полос, нарежу ее. А на какую ширину нарезать, я узнаю из эскиза. Здесь у меня масштаб 1 к 4. Значит, эта полоса у меня 3 см, следующая 5, потом 7, 10 и зеркальная 7, 5, 3. Но это все без припусков. Еще нам нужно добавить припуски сюда. Если у нас дорожка 40 сантиметров, то чтобы узнать, сколько нам нужно ткани, нам нужно посчитать полосы. Их у нас 7. Значит, я беру 7 полос, умножаю на 2 припуска, ведь нам нужно к каждой полосе прибавить с каждой стороны по припуску, чтобы сшить их. Итак, 7 умножить на 1,5 получается 10,5 сантиметров. Это только припуски. Еще у нас сама дорожка 40 сантиметров. К 40 сантиметрам мы прибавляем припуски наши 10,5, и у нас получается 50,5 сантиметров. Это длина одной полосы для одной заготовки. А таких заготовок нам нужно будет 3. Поэтому, следовательно, каждой полосы нам нужно будет 3 штуки по 50,5 сантиметров. Либо, как в российской ткани, или как я использую китайский сатин, они по 160 сантиметров. Достаточно будет одной полосы на все 3 заготовки. Итак, для того, чтобы сделать узор серпантин. Вот у нас идет вправо полоса, дальше нам нужно, чтобы она уходила влево. Как нам это сделать? Нам нужно сделать вторую заготовку, направленную в другую сторону. Это просто сделать. Нарезаем мы ее точно так же, только выкладываем вторую полосу не вверх, а вниз. И теперь смотрите, что у нас получается. Вот такой узор. Но вот здесь у нас наложение, а здесь пустота. Что нам нужно сделать, чтобы у нас сложилась дорожка? Нам нужно распороть эту заготовку вот здесь, либо нижнюю вот здесь, и переставить тот кусочек, который освободится, на свободное место. Вот, смотрите. Вот этот кусочек у нас был здесь, мы его отпороли и переложили сюда. А этот кусочек был сверху, а мы его перенесли вниз. И вот так у нас получилась вот такая дорожка, такой узор. Можно их делать не 3 заготовки, а больше, тогда у вас получится ваша дорожка длиннее. Вы можете сами подстраивать под себя размер. Все Барджелло строится на том, что заготовки нарезаются и выкладываются либо в одном направлении, либо в другом. Вот видите? Вот такие листики или крылья. 2 заготовки нужно нарезать и выложить в разных направлениях. А остальное можно добавить фоновой тканью, если вы хотите просто такой узор. Или если вы хотите сделать без вот этого хвостика, то можно отпороть вот здесь и тот уголочек сверху перенести вниз. Тогда у вас получится заготовка без хвостов, ровная сверху и снизу. Точно так же можно сделать
только с заготовкой, которая направлена в другую сторону. И тогда у вас все полосы будут направлены не в одну сторону, а будут направления разные. В общем, тут уже ваша фантазия. Главное, изгиб рисуете, какой вам нравится. Можно более острый угол сделать, менее острый угол. Нарисуете линию, которая вам нравится, а там уже будете располагать ваши заготовки, как вам нравится, и у вас будут получаться разнообразные узоры. Надеюсь, я вам доступно объяснила. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. А сейчас приступим к пошиву дорожки. Итак, вот у меня эскиз. Нам понадобится 21 полоса от 4 до 7 цветов, 6,5 на 50,5 сантиметров. 4 или 7 цветов почему? У меня 7 разных цветов, но вы можете сделать одинаковые цвета, которые будут повторяться в зеркальном виде. Можно даже 3 цветами обойтись, но это будет, конечно, не так красиво. Итак, либо 21 полоса 50,5 сантиметров, либо 7 полос длинных 151,5 сантиметр на 6,5 шириной. Конечно, нужно брать полосы немножко длиннее, потому что где-то нужно будет срезать кромку, где-то неровность какую-то подправить. Итак, приступим. Вот такой набор цветов я подобрала. И теперь я буду их раскладывать. У меня китайский сатин, он 160 сантиметров, поэтому я беру по одной полосе. Каждой полосы мне хватит на 3 заготовки. Кроме вот этого батика, который у меня был маленький кусочек, 51 сантиметр. И теперь я буду сшивать эти заготовки вместе и разрезать на полосы. Вот такая заготовочка у меня получилась. Теперь я буду разрезать ее, как показано у меня на эскизе. На 4,5, 6,5, 8,5, 11,5 сантиметров. И потом точно так же 8,5, 6,5 и 4,5 сантиметра. Можно нарезать сразу по 6 деталей, которые у нас парные, и 3 детали, которые у нас в центре. Итак, начнем. Обязательно следите за горизонталью, чтобы у вас не получились ромбы. Нарезаем полосы. Вот эту полосу придется подровнять, немножко растянулась ткань. Вот, я нарезала полосы только для одной заготовки. Теперь я прищу еще один кусочек батика и нарежу снова. Итак, мне нужно сделать всего лишь 3 заготовки. Затем мы выкладываем 2 заготовки с направлением в одну сторону. Тут у меня будет идти направление слева направо. Вот так 2 заготовки, верхнюю и нижнюю я выложила, но они еще не сшиты. 3-я заготовка будет направлена в другую сторону. Теперь начинаем выкладывать. Центральная часть у нас целая. А вот эти полосы, видите, они будут направлены не вправо, а влево. Направление узора. Эту заготовку нам нужно будет распарывать, чтобы перенести дублирующие части вот смотрите, на второй заготовке у нас 4 цвета остаются на месте, а 2 нижних мы отпарываем. Для того, чтобы легко отпороть, нужно строчку распарывателем разрезать на расстоянии где-то 7 мм по всей длине. Затем нитку с другой стороны просто потянуть. И все ниточки у нас вытянутся.
Так, и вот эти два цвета мы переносим вверх. Вот смотрите, как должно получиться. Сначала 5 цветов у нас, потом сверху еще 2. Так, направляемся вверх. 3 цвета у нас остаются на месте, 4 нижних мы опять же отпарываем. Вот так выкладываем 3 цвета, затем сверху кладем оставшиеся 4. Теперь также поступаем с крайней правой заготовкой. Вот идем по диагонали, получается, что у нас остается только один прямоугольничек на месте. Остальные 6 мы будем переносить вверх. Вот положили один красный, сверху добавили 6 оставшихся. С левой половиной поступаем точно так же. Отпарываем 2 верхних прямоугольника. И переносим их вниз. Потом остается 3, потом 1. И вот такая заготовочка у нас получается. Вот видите, если разделить 3 заготовки, то выглядит вот так. Еще вот эти треугольнички можно поменять местами. Сейчас покажу. Выбирайте вариант, который вам больше нравится. И теперь будем сшивать наши вертикальные полосы. Кстати, не забудьте пронумеровать. Я здесь не нумеровала, но вам очень рекомендую. Вот видите, я сшивала вот так лентой. Но это потому, что я сама рисовала эскиз и понимаю, что у меня куда идет. А вы можете запутаться, обязательно проставьте нумерацию. Стикерами или бумажным скотчем пронумеруйте каждый ряд. Вот так у вас должно получиться. А теперь эти вертикальные ряды нам нужно проутюжить. У нас были швы заутюжены в одну сторону, теперь каждый четный ряд заутюжьте в другую сторону, чтобы у нас получился замочек. Вот так у нас должна выглядеть изнанка. Теперь я соединила наши полоски и буду их сострачивать. Смотрите, сначала я строчила полоски, которые сами собой смыкаются. На этой и на этой полосе также. Теперь нужно будет строчить полосы, которые будут наоборот размыкаться замочки, поэтому их нужно очень тщательно сколоть. Кто не понимает, о чем я, посмотрите мое видео об идеальных стыках, и вы поймете, что некоторые стыки сами смыкаются, а некоторые наоборот норовят разойтись. Поэтому здесь нужно очень тщательно сколоть. Итак, я скалываю полностью и сострачиваю все полосы. После этого швы я разутюживаю. Горизонтальные швы у нас заутюжены в разные стороны, а вертикальные разутюжены. Теперь можно обрезать край вот так и обработать нашу дорожку бейк. Но я хочу оставить эти ступеньки, поэтому я буду сшивать нашу дорожку так же, как наволочку. Более подробно можете посмотреть в мастер-классе про одеяло из ромбов. Там в конце я показываю, как сшить вместе 3 слоя. Итак, берем наполнитель. Вот смотрите, я тут шила прихватку и использовала вот такой хлопковый наполнитель. Он продается в хозяйственных магазинах как тряпка для пола. Очень хорошая вещь. В 3 слоя толстовато,
А вот в один будет в самый раз для дорожки на стол. Тоненький, не боится утюжки, стоит недорого и есть в любом хозяйственном магазине. Нам главное, чтобы припуски у нас не выделялись. Толщина нам ни к чему. Либо мы можем взять обычный синтепон и проутюжить его. Главное утюжьте через ткань, иначе он может прилипнуть к утюгу. Тоже получается небольшой объем, то, что нам нужно. Итак, я буду использовать синтепон. Нам еще понадобится ткань для изнанки. Можно взять любой из цветов, которые у нас на топе. Вот я взяла темно-коричневую ткань, вырезала ее по ширине нашей уже сшитой верхней заготовки, проутюжила вместе с синтепоном, он стал более тонкий. Теперь я накладываю нашу заготовку сверху. Ткань задника лежит лицом вверх, заготовку кладу лицом вниз. И теперь я буду сшивать все по контуру, по всем нашим ступенечкам. Не забудьте сколоть. Вот так я сшила. Прострочила все по контуру. Теперь нам нужно обрезать излишки. Нужно обрезать все выступающие уголки, не доходя на миллиметрик до строчки, чтобы когда мы вывернем, у нас ничего не топорщилось. А внутренние углы нужно рассечь, тоже не доходя до строчки. Много слоев, тяжело разрезается, чтобы у нас вот здесь не топорщилось, когда мы будем выворачивать. И так мы делаем со всеми уголками. Также можно срезать вот здесь наполнитель. Особенно если вы возьмете хлопок, то лучше его, наверное, срезать. А синтепон я просто приутюжу. Итак, сейчас я срежу все уголки. Смотрите. И застрочила, оставила место для выворота. Сделала закрепки поперек строчки. Это чтобы у нас не порвалось вот здесь, когда мы будем выворачивать. Вот я вывернула, видите, получается не очень. Но это пока не отутюжено. Смотрите. Другой край я уже поутюжила, и он выглядит отлично. Синтепон я утюжила прям с паром. Объем нам здесь не нужен, поэтому максимально приутюживаю его. Вот такая дорожка у меня получилась. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои отзывы в комментариях. До скорых встреч!